огромное спасибо, что согласились дать интервью. Вот, я как понимаю, это первое такое интервью для финской аудитории. Безусловно. Вот, и от имени всех финнов хочу перед вами шляпу снять и поблагодарить за ту работу, которую вы делаете, потому что мало у кого есть возможность, желание, силы делать то, что делаете вы, рискуя своими жизнями каждый день. И я как понимаю, то есть в плен никто сдаваться не может, поэтому и не хочет, да. Вот. Ну, начнем с основного вопроса, потому что финская аудитория не знает про организацию РДК, поэтому расскажите, пожалуйста, когда и как возникла идея об основании и какая была основная цель? С началом полномасштабной войны 24 февраля 2022 года практически сразу в Украине стали появляться, или они были до этого, подразделения, основанные по национальному признаку. Костусяк полк Калиновского для белорусов, Грузинский легион для граждан Грузии, батальон шейха Мансура для бойцов из Чечни, из Ичкерии. Все англоговорящие добровольцы тоже объединялись по языковому признаку, да, то есть там граждане Канады, США, Великобритании. И только у нас, у русских, не было возможности, не было подразделения, не было возможности собраться, не было возможности воевать вместе со своими, скажем так, соотечественниками. Поэтому у меня возникла идея подобное подразделение создать. Конечно, в самом начале войны было очень сложно представить на территории Украины какое-то подразделение из граждан Российской Федерации, которые с автоматами в руках будут, но не против, а за Украину воевать. Поэтому это очень большого нам стоило труда это все организовать. Плюс мне лично было очень сложно, по сути дела, так по одному собрать наш костяк, потому что все были разрознены. Саша жил своей жизнью, грубо говоря, я своей жизнью, парни из РДК все были разбросаны по Киеву, по Украине. И вот буквально там на личных контактах: Серега, ты где, давай к нам, Саня, ты сейчас где, давай сюда к нам, Вася, а ты слышал, там какие-то пацаны русские собрались, давайте мы сейчас к ними. Ну вот так наш первый, по сути дела, костяк и собрался. А сколько людей там у истоков, ну как самая первая такая группа? Ну как я понял, это твоя инициатива была? Да, инициатива была моя, просто я преподавал ММА для небольшой группы ребят, и по сути дела вот эта наша же группа, она и стала группой основной. Просто в самом начале войны Саша был непосредственно в Ирпене, он отбивал родной Ирпень от российской оккупации, и как только острая фаза закончилась, через пару недель вышло интервью у него, да, с ним точнее, где он рассказывал про ирпенскую эту всю операцию, и один из наших бойцов вышел с Сашей на связь и пригласил его к нам. Поэтому можно сказать, что наш основной состав, наш костяк, это, наверное, сколько человек? 7-10? 7-8. Да. До 10 человек. Это вот костяк РДК. То есть, по сути дела, с весны 22 года до конца лета вот происходило наше такое первичное формирование. А взаимодействие с властями Украины, вот как я понял, да, то есть сама идея, что по Украине будут бегать русские с автоматами в руках, она как вообще воспринималась и как вот удалось? Я думаю, там в начале реально проблемы были, но все-таки как-то удалось это переломить. Ну, в начале войны все русское, русскоговорящее, русскоязычное, оно в принципе отвергалось, отторгалось, и как бы я думаю, что я не покривлю душой, если скажу, что кроме меня, ну и парней,
никакое русскоязычное подразделение никому в этой стране было не нужно. И тем более не было службы или ведомства, или даже человека, который взял бы на себя храбрость выдать нам автомат, и чтобы мы там где-то расписались. То есть нам могли автомат, там, не знаю, дать. Да, и это не было проблемой. Потому что за это никто не отвечал. Ну, там, так или иначе, там, Денис, я тебя знаю, Саша, я тебя знаю, вы хорошие пацаны, вот вам автоматы давайте, слава Украине, там, увидимся. Все. Но вот сказать, так, хорошо, давайте сформируем подразделение, давайте ваши документы, мы сейчас каждому запишем сюда автомат, но это было нереально. К тому же из документов у нас у всех были только красные наши паспорта, а на тот момент это было сродни черной метки у пиратов. Покажите ваши документы. Бам, о, все. Вся страна ловила русских шпионов, и вот они готовые русские шпионы. Ну да, еще в хорошей физической форме, с оружием. И с таким еще ярко выраженным неукраинским русским акцентом. А откуда вообще сами? Я из Новосибирска, из Москвы. У нас из разных регионов, из разных городов люди, то есть нет такого, что там из одного места. У нас есть из Дальнего Востока, с Кубани, с Урала, из Сибири, из Карелии, с Калининграда, там, с южных регионов, ну, то есть это все. А сколько вообще сейчас воинов и техники у вас? Мы озвучивать эти цифры не можем. Идет война, и все, что может усилить нашего врага, да, мы цифры эти не раскрываем. Можем обратиться к статистике Министерства обороны Российской Федерации. Во время нашего недавнего захода в Белгородскую область примерно сколько? По 500 человек они уничтожали в день, да, каждый день. Вот. А сколько вы там дней были? Мы там были больше недели. А они уничтожали по 500 человек. 3500. Больше. У них там, ну, официально у них 2500 они уничтожили. Вот. Понятно, мы все с вами знаем, что Министерство обороны Российской Федерации это бесконечный источник лжи и обмана, но могу сказать одно. Если в начале этой войны путинские пропагандисты просто отмахивались и делали вид, что у нас нет, то одним из итогов Белгородской операции стало то, что мы являемся теперь личными врагами Владимира Путина. Он тряс кулаками, призывал силовые ведомства, Федеральную службу безопасности, обязательно ножками топал, обязательно нас уничтожить. То есть он сказал, эти так называемые добровольцы, эти власовцы, эти предатели, то есть видно было, что наше подразделение стало действительно его личным врагом, и он очень болезненно на это реагировал. Я думаю, что это произошло и происходит, потому что мы выполняем очень важную политическую функцию. Мы показываем всему миру, что русские люди не являются его личной какой-то ручной нацией, которые молятся на него. Да? Есть русские люди, которые не хотят жить в путинской России и не позволят путинской России нападать на своих соседей. Вы сказали, что в РДК очень много людей там со всех регионов России. Какой, скажем так, бэкграунд у этих людей в основном? И кто из них такие очень хорошие воины? Будет смешно, конечно, но у нас самые хорошие воины, как ни странно, получаются из непрофильных, так скажем, людей. То есть люди, у нас есть там яркий пример, это командир нашей бронегруппы. Когда он к нам пришел в первый раз, все схватились за голову и подумали, кто же это такой. Там был такой субтильный юноша, тощий такой вот, не понимающий, что такое война. Сейчас человек управляет бронегруппой, руководит людьми, совершает абсолютно там фантастические какие-то военные действия на фронте, то есть сам участвует в операциях непосредственно сам,
находится в составе бронегруппы воюющей. Ну, то есть этот путь он прошел за самородок такой. Да, 2 года. То есть нет такого, что ну, это отсылка, наверное, больше к вопросу многих волнующим, что есть рожденные для войны, есть там нерожденные для войны. Понятно, что все это ерунда, и роль играет только мотивация и подготовка человека. Если человек мотивирован и хорошо подготовлен, он может качественно выполнять свою работу. Поэтому люди у нас есть разные. У нас есть с недавних пор доктор наук, например. У нас есть там студенты, слесаря, у нас есть, я не знаю, работники, бывшие разных интеллектуальных сфер. Ну, у нас такой срез общества, наверное, я бы сказал. Есть и студенты, и ну, кого только нет. Но всех этих людей объединяет мотивационная составляющая. То есть мы, когда отбираем людей, в первую очередь важна мотивация и практические навыки, которые можно применить к войне. Если у человека это есть, либо он готов какие-то компетенции в себе развивать, и он действительно этого хочет, значит, с человеком, скорее всего, разговор у нас сложится. Если этот человек просто хочет где-то съездить, пофотографироваться, либо он вообще не понимает, что происходит, у него очень слабая мотивация, то этот человек не нужен, что он умрет, скорее всего, очень быстро. Собственно. А вот из тех людей, которые сейчас воюют, как я понял, большинство это кто уже находился в Украине, когда война началась? Сейчас уже нет. Сейчас уже нет, да? Да, сейчас уже большинство это те люди, которые приехали либо непосредственно из России, либо те люди, которые в начале войны, либо после первой волны большой мобилизации выехали из России куда-то в третьи страны, в Европу. Ну, то есть сейчас, конечно, большинство людей это те, кто сюда приехал уже во время войны. Изначально это были, естественно, люди, которые жили здесь до начала полномасштабной войны. А военнопленные какие-то изъявляют желание присоединиться? И как вообще с ними? Или сложно с ними работать? Я буквально сегодня общался с новой партией военнопленных. Они тоже проникаются нашей идеей. Дело в том, что я понял тоже это для себя. Если человек, в принципе, сам по себе не глупый, понимающий, его достаточно на пару недель, месяцев забрать из мира кремлевской, путинской вот этой пропаганды, из этой паутины лжи, и человек сразу сам понимает, что мир не так устроен, как ему сказали по телевидению в России. И ребята проникаются нашей идеей нашей борьбы, ведь мы не просто воюющее подразделение, мы подразделение с политическими амбициями. Наша задача не только помочь Украине, да, в этой войне победить, но и наша задача в том, чтобы освободить нашу родину. Порядок навести. Ну, по большому счету нас интересует слом, абсолютный снос текущей власти, да, путинской, и абсолютное переустройство российского общества. Поэтому парни, которые, попадая в плен, видят, как к ним относятся в плену, как их кормят, их не пытают, их не мучают, хотя они враги для этой страны, и они даже не только не хотят возвращаться назад, потому что на родине их ждет подвалы ФСБ, и потом их обратно бросят на фронт как мясо. Они хотят и украинскому обществу доказать, что они не мрази, и себе самим. И русский добровольческий корпус дает им такую возможность. Да, мы их проверяем, мы внимательно за ними следим, но парни эти себя прекрасно проявляют. Это бывшие бойцы Шторм Z, это бывшие бойцы ЧВК Вагнер. То есть вагнеровцы Z? Да, это бывшие мобилизованные, это контрактники. Это парни, которые благодарят нас за то, что мы дали им возможность отмыть их русские имена. Ну, наверное, нельзя сказать, что это какое-то тоже там такое явление прям системное и в большом количестве. Этих людей у нас не много, но они есть. Да. И а как воины, они нормальные? Они отличные воины, и если вот по каждому смотреть, я не могу сказать, что мы хоть раз пожалели, что эти люди к нам пришли. И они не пожалели.
И они не пожалели. То есть мы им даем настоящий, честный второй шанс. Мы не обманываем их, мы им говорим: парни, вы вернетесь на фронт, но уже под нашим флагом. Вы не будете сидеть на Иваке, вы не будете сидеть на штабе, вы должны доказать. Говорят, мы готовы. И пока, слава богу, эта система сбоев не давала. Какое у вас видение, как построить вот эту вот Россию без Путина, без вот этой вот махины? Какой вообще строй там, ну, какие вот идеи по этому поводу у вас есть? И как солдаты, которые в бой идут, у вас же есть, наверное, ну, какие-то цели, которые вы идете конкретно? Они это знают все, то есть все знают, за что они воюют, какая цель перед ними поставлена? Я думаю, что в РДК всем абсолютно очевидно, что победа в войне на территории Украины — это для нас важный, безусловно, но этап. Потому что конечная цель наша — это, безусловно, флаг РДК над Кремлем. Это совершенно, да, новое устройство российского общества. Это трибунал военный над всеми, кто причастен к ужасам и вообще к самой этой войне. Безусловно, это тотальная люстрация всего силового, чиновничьего, да, бюджетников, всего этого аппарата, потому что, в принципе, за 24 года уже, наверное, два поколения выросло, которые не знают другой власти, кроме власти Путина. И нам нужно, в принципе, вообще людям объяснить, что можно жить не в путинской России, а в другой России. Нормальной, свободной, честной, которая не воюет со своими соседями, которая ни на кого не нападает, которая никого не пугает своим ядерным оружием или своим военным потенциалом. То есть такое нормальное, демократичное общество, или для начала все-таки там диктатура какое-то время нужна на начальном этапе? Я думаю, что после смерти Путина или после его там какого-то волшебного исчезновения, 13-го этажа, например, да, Россию в любом случае ждет череда каких-то очень турбулентных политических событий. Да, у нас есть национальные регионы, которые, наверное, захотят автономии. Да, у нас есть и спорные территории, у нас есть и вообще огромная протяженность страны, которая держится сейчас, по сути, искусственно властью Москвы. Я думаю, что Россия в том виде, в котором она есть сейчас, она уже существовать не будет. Но наша задача будет заключаться в том, чтобы она не погрузилась в какой-то кровавый хаос, да, чтобы те регионы национальные, например, которые пожелают отделения, чтобы это произошло бескровно, чтобы ни русское население там не подвергалось геноциду, да, чтобы мы там какие-то кровавые походы крестовые туда не водили, не давили там, да, так называемый сепаратизм. Я думаю, что наша страна хлебнула достаточно и горя, и крови, и нам нужно заняться устройством, внутренним переустройством. Ну, то есть свободная Ичкерия — это... Мы уважаем право нации на самоопределение, так написано в нашем меморандуме. Еще раз говорю, наша задача избежать еще большей крови, чем та, которая льется на территории бывшего Советского Союза уже который год. Да. И вот эта система, она же прогнила, потому что регионы, которые там и нефть, и алмазы, и золото, и газ, и чего только нету, это все идет в Москву. И вот это вот я думаю, Саша хорошо ответит, потому что я как раз Москву представляю, а Саша хороший регион Новосибирск. На самом деле это большая беда периферии, поскольку, да, все ресурсы, в том числе ископаемые ресурсы, тут даже суть не в том, что оно идет куда-то там в сторону Москвы или в сторону Питера. Добывающие регионы, они ничего из этого не имеют. То есть оно все просто проходит мимо транзитом. То есть регионы, где добываются газ, не газифицированные, регионы, где добываются там те же алмазы,
Я не могу сказать, я лично был в Якутии, и у меня было несколько рабочих командировок на предприятии, добывающие алмазы. Я не могу, ну, понятно, что люди там живут в среднем чуть лучше, чем там в других регионах, но это специфика. Ну там региона. и цены. Там и цены, да, и там немножко другой баланс экономический, но в среднем по больнице они ничего не имеют в любом случае. То есть периферия, она является просто ресурсом и все. И это очень печально, если мы посмотрим на Украину, которая не добывает газ, ну, по крайней мере, в тех объемах, ну, да, добывает Россия, Россия, заедем в любое село здесь, и мы увидим везде газифицированные дома, там, асфальтированные дороги и так далее. Понятно, что в России есть тоже куча сел с асфальтированными дорогами, газом, но это не является повсеместным явлением. Хотя у нас на дворе немножко уже 21 век давно-давно. Как, например, люди могут к вам попасть и какие требования к новобранцам? Вот так, ну, скажем так, давайте про Финляндию поговорим. Тут здесь вот в Финляндии кто-то хочет присоединиться к вам, там финская армия служил, какие требования и ну, если там из России кто-то захочет, то есть вы можете обеспечить как-то, ну, как-то перетянуть? Здесь все очень просто. Нам нужно написать в официальный чат-бот в Телеграме. А какой адрес этого чат-бота? Есть официальный канал РДК в Телеграме, где мы публикуем весь свой боевой путь. Он так и называется, РДК? Русский добровольческий корпус, да. Там есть чат-бот, люди туда пишут, они заполняют формы для анкеты. Если человек... Я ссылку дам. Да. Если человек при первом приближении подходит, с ним начинают общаться представители нашего рекрутинга, и дальше уже мы смотрим, подходит нам этот человек или нет. Ну, здесь опять же, возвращаясь к ранее сказанному, мотивация человека крайне важна, наверное, на первом месте, и какие-то его навыки, которые с прикладной точки зрения применительны к войне, если они есть, это будет плюсом большим. То есть понятно, что есть куча людей, которые просто в хорошей физической форме, но они, например, не служили в армии. Стрелять да. умеют. Ну, что-то умеют, но для них это все новое, но у них очень хорошая мотивация, они готовы. Конечно, есть о чем с ними поговорить, и они могут вполне стать кандидатами. Мы их научим. Лучше тут на самом деле даже зачастую кого-то научить, чем переучивать там чему-то. И все. То есть любой человек может написать, и дальше мы уже входим во взаимодействие. Если это граждане Российской Федерации, и они нам подходят, они проходят все предварительные проверки, есть видеособеседование, есть ответы на разные вопросы. После этого мы сообщаем маршрут, абсолютно легальный, безопасный, каким образом можно к нам попасть. Мы формируем группу людей приезжают, и уже из кандидатов становятся рекрутами, проходят курс молодого бойца и попадают в боевые группы и на фронт. А есть ли какие-то задания, например, там на территории России, которые можно выполнять? То есть, наверное, если кто-то не может выехать, но хочет помочь, то... Да, есть такая форма взаимодействия, в том числе тоже много достаточно людей пишет и говорит о том, что в силу определенных там, своих каких-то причин люди не могут или не хотят уезжать, но готовы как-то нам содействовать на территории Российской Федерации. Это тоже там огромный спектр различных действий. Это может быть сбор информации, это может быть какая-то информационная, медийная поддержка, еще что-то. Мы также общаемся, находим общие какие-то точки соприкосновения и уже дальше с человеком взаимодействуем. То есть все это возможно вполне. По поводу снабжения, финансирования, то есть откуда вы берете технику, оружие, то есть у вас и финансирование, то есть вы, как я понял, там средства собираете? Или, есть базовые потребности, которые закрывают вооруженные силы Украины. Мы являемся все-таки не бандой, мы официальное подразделение, мы выполняем задачи. Да, как вооруженные силы Украины, да, как наше большое Министерство обороны, как наш
большой общий дом. Другое дело, что мы имеем очень высокую степень свободы, да, и самостоятельности в плане выполнения задач, в плане нашего рекрутинга, в плане наших, да, каких-то политических амбиций и заявлений. Поэтому понятно, что базовое обеспечение мы получаем от Министерства обороны, но базовое обеспечение это что такое? Это стандартный пиксель ВСУ, да, это там автомат Калашникова и там какие-то 4 рожка патронов. Ну да, грубо говоря. Так как война современная, очень высокотехнологичная, так как мы перед собой ставим какие-то серьезные, амбициозные политические, пропагандистские задачи. Всего этого мало, этого недостаточно. И за нашим ростом Министерство обороны не всегда успевает. Вот, поэтому все, что выходит за рамки стандарта, все это мы добываем сами через пожертвования, через поддержку каких-то неравнодушных людей, в том числе в какой-то степени и через иммигрантское сообщество, да, русское, которое из России выехало, но все равно хочет как-то нам помогать. У нас есть большая проблема с тем, что есть достаточное количество симпатизантов в России, но они не могут нам никак помочь, ни материально, ни финансово, потому что любая связь с нами для них сразу означает тюремный срок. Вот. Поэтому мы в этом, прошу прощения, мы в этом плане недополучаем большой пласт возможной какой-то материально-технической помощи. Огромное количество разных оппозиционеров, разных фондов там и организаций оппозиционных, которые поезжали из России. В основном это через YouTube вещают. Как вы считаете, можно сейчас каким-то образом всех вот этих вот людей, которые между собой там срутся постоянно и ругаются там то на одного, то на другого, с помощью РДК объединить, поставить конкретную цель, потому что вот эти блогеры, вояки из них так себе, вот, но они могут помогать финансировать, чтобы вы смогли покупать современное какое-то оборудование, вооружение и так далее, потому что вот этот вот строй, который сейчас в России, он понимает только силу. И все вот эти вот там ютуберы, тиктокеры, это просто все уходит в молоко. Народ боится поддерживать, потому что сразу же на бутылку посадят там или на швабру за посты там 7-8 лет дают людям. Вот, то есть эта оппозиция через выборы эту систему просто не сломать никак. И единственный способ... Мы участвовали в выборах сейчас в Белгородской области. Да? Да. Кандидаты от РДК пользовались большой поддержкой. Супер. Всегда нужен какой-то лидер, который мог бы всех объединить. Вот и в данной ситуации, как вы вообще видите, то есть это возможно как-то сделать, или это там такой срач между... Здесь на самом деле очень простая формула вот этого какого-то обмена и взаимопомощи друг другу. Мы всегда говорим о том, что мы абсолютно открыто готовы общаться с любыми представителями оппозиции, неравнодушными там, нашими соотечественниками, еще кем-то, если речь идет о каком-то конструктивном диалоге. Я могу привести отличный пример взаимодействия. Это аукцион от организаторов форума «Свободная Россия». «Свободный народ России». Да, неважно, в Вильнюсе проходил аукцион, люди на нас вышли, попросили какие-то им прислать артефакты с войны в качестве лотов. Мы им там достаточно хорошую сделали подборку, отправили, прошел аукцион, появились какие-то деньги, люди на эти деньги приобрели то, что мы просили. Мы просили автотранспорт, средства связи и там какие-то еще там мелочи, то есть вот на ту сумму, на которую были собраны деньги, все было приобретено, доставлено, порядка там 12 тысяч евро, если или 14, там не сильно большая, но тем не менее вот этот механизм, он сработал абсолютно прекрасно, все остались довольны. Мы прекрасно понимаем, что организаторы аукциона не поедут никуда воевать из Вильнюса, они прекрасно понимают, что вот передав нам все вот это, они очень нам помогли.
Это очень хорошо. И всех людей, которые не готовы брать в руки оружие и идти непосредственно на фронт, они же могут нам помочь не обязательно материально, они могут нам помочь информационно, они могут нам помочь в медийном поле, они могут нам помочь контактами элементарно какими-то, еще чем-то. То есть это же работает вот таким образом. Мы не говорим, что срочно давайте нам деньги, срочно донатьте. Не обязательно. Если человек не имеет этой возможности, он может быть полезен в чем-то другом. Потому что РДК на сегодняшний момент уже вырастает из просто военного подразделения, вырастает из военно-политической платформы, это превращается в такое большое комьюнити с большим количеством симпатизантов вокруг. Можно там на Amazon зайти, там куча футболок с логотипом РДК продается людьми неизвестными нам. Вот. Поэтому любой человек, который хочет нам помочь, может обратиться с какой-то инициативой, либо со своими возможностями, и мы всегда сможем о чем-то договориться. Один из наших девизов, один из основных, это «Добудем Родину». Это девиз еще старый, скажем, белогвардейский. И суть его как раз в том, что вот в данный момент из всех сил, которые рассеяны по миру, которые по тем или иным причинам Россию покинули, по-настоящему с оружием в руках, да, борьбой за нашу Родину занимаемся мы. Поэтому если человеку важно вернуться на Родину, или важно, чтобы на Родине был другой какой-то строй, нежели тот, который его выдавил с Родины, вот тогда этот человек нам должен помочь. Потому что мы взяли на себя этот крест, и мы бьемся и за свою Родину, да, и по сути за нашу общую. Да, и вы это делаете ценой своей жизни, здоровья, потому что, я как правильно понимаю, в плен никто сдаваться не может. Вы видели все прекрасно, как поступали на камеру с этими таджиками, которых арестовывали, там, резали ухо, заставляли есть, ток, электричество, они там все избиты абсолютно. Ну, это даже не скрывается уже теперь, это показывается официально. И если мы личные враги Владимира Путина, то понятно, что там над нами будут издеваться и изощряться и максимально. Конечно. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет, поэтому для нас плен невозможен. Поэтому вот я и думаю о том, что нужно объединить, скажем так, тех людей, которые готовы с оружием в руках, рискуя своей жизнью, делать то, потому что вот этот вот шорох, который реально навели, да, никто даже не думал, что насколько это будет масштабная операция, каким последствиям приведет. И это за время правления Путина, как бы, да, это реально такая ему пощечина. Конечно. Потому что защитить свой народ он не может. Система реально, она немощная и импотентная, как и он сам. Трещит по швам, и как вот, например, с Пригожиным видели, за Путина никто не вышел. То есть народ ликовал, то есть вот он единственное, что до конца не дошел с Сыкло, не хватило ему. Ну, значит, мы обязаны исправить. Да, ну, вот что реально удивило меня, вот при все вот это там 97%, там или сколько там за него голосует, или 140, я уже запутался. Вот, что реально на его защиту тогда не вышел никто. Это очень показательно. Это было показательно. И недавно я про Чаушеску смотрел фильм, последние 4 дня. То есть у него же тоже 97,7. А в итоге, когда 100-тысячный митинг был в его поддержку официально собрался. Да. В день, когда его вынесли, по сути дела. Его даже там население, кто даже в машину садить не хотел, когда увидели, что кто это, просто мимо проезжали, и в итоге он на самом деле в новейшей истории России это первый случай, когда новый президент вступает в свою новую каденцию с огромным военным конфликтом на границе, с которым он ничего не делает, а просто... Ну и не только на границе, а уже на территории России. Да, территории Российской Федерации, да. Который вы осуществили. То есть вы
самостоятельной работы. Все, что происходит за государственной границей Украины, да, и Российской Федерации в данном случае, это все исключительно наша прерогатива. То есть мы, понятно, информируем военно-политическое руководство этой страны о наших планах. Да, мы говорим, что вот такими-то, такими-то силами, мы в такие-то даты хотим сделать вот то-то, то-то, то-то. Мы, безусловно, полагаемся в том числе на помощь, на военную инфраструктуру украинскую, да, то есть это отвоз раненых, это подвоз БК, это ГСМ, это разведданные, но действуем мы исключительно самостоятельно. А по поводу результатов последней вашей операции, можете более конкретно рассказать, что происходило, какие результаты? Происходило открытие нового фронта, грубо говоря. Мы впервые из российских новостей услышали фразу «Белгородское направление». БНР? Ну, БНР уже давно, да, но о том, что Министерство обороны Российской Федерации совершает определенные успехи на Белгородском направлении, это очень показательно. По сути, в нескольких точках 3 разных областей было проникновение разного количества групп и бронетехники через границу Российской Федерации. Мы непосредственно находились на Грайворонском направлении. Там, в других точках еще были определенные группы. По большому счету, что является целью, и многие гражданские люди, они немножко, для них это не очевидно. Все эти мероприятия, они формируют серую зону на территории Российской Федерации. Задача эту серую зону выстроить, задача ее взять под контроль, и серая зона впоследствии должна превратиться в демилитаризованную зону, поскольку наличие демилитаризованной зоны является одним из кусочков пазла в условиях победы, поскольку она позволяет обезопасить города, там, такие как Харьков, Сумы и вообще в целом населенные пункты, находящиеся непосредственно близко к границе с Российской Федерацией, позволяет их обезопасить от ударов, которые по ним наносятся. Если мы посмотрим статистику там, за последние полгода или за последний год, то помимо ракет основные удары наносятся артиллерией либо РСЗО. Соответственно, если мы говорим о демилитаризованной зоне, то это будет невозможно. Вот, соответственно, она нужна в любом случае. То есть это даже не то, чтобы какой-то такой фактор, который рассматривается, это один из залогов и факторов победы в целом. Демилитаризованная зона, она не родится просто так, ниоткуда не возьмется, то есть ее нужно создавать. Соответственно, она создается таким способом. А как вообще, вот, скажем, переход через границу? То есть вы просто взяли и прошли. Неужели это настолько дырявая система, что просто там идешь и все-таки война идет? Там. И как вообще можно допустить, что когда идет война, то есть что там в мирное время творится, если во время войны вот так вот такие большие подразделения просто приходят на территорию Российской Там везде царит такой... Да, еще и уходят, да. Киберпанк определенный. То есть если мы берем какие-то КПП, которые функционировали до войны, конечно, там образцово-показательно, там есть забор, средства видеофиксации, какие-то датчики, что-то еще, люди, все это красиво. Можно отъехать в сторону на пару десятков километров, и мы увидим колючую проволоку, которая повалена деревьями, ржавая, да, и люди ходят, то есть вообще без каких-либо проблем. Есть участки хорошо защищенные, никто не спорит, это присутствует. Есть участки, где человек может туда-сюда сходить, никто даже не заметит и не обнаружит. Понятно, что на сегодня, с учетом того, что война, усилен контроль определенным образом, но вопрос, как о нем заявляют и сколько средств в это вложено. Если российская сторона говорит о многомиллионных средствах, потраченных на разные там зубы дракона, на какие-то рвы, на отряды быстрого реагирования, на что-то еще, вот честно,
ни зубов дракона, ни отрядов быстрого реагирования, ничего вот этого мы не видели ни разу. Заминировано где-то, да, заминировано, это нормальное явление. Какие-то фортификационные сооружения, да, есть, там рвы, либо какие-то взводные, ротные, опорные пункты присутствуют. Но не более того, то есть это не стоит заявленных денег, мы все понимаем, да, куда эти деньги идут. Поэтому, по большому счету, если брать концепцию войны с помощью малых тактических групп, то граница проходится абсолютно легко и безболезненно. Понятно, когда уже начинается столкновение, когда уже начинается контакт, то идет наращивание динамики ведения боевых действий с двух сторон. То есть там уже потом авиация подключается, ну и все. Но сам переход, он, как правило... А как долго вообще врага искали? То есть, перешли границу там. И, то есть, мы знали, где он находится, зачем нам искать. То есть, ну, это же мероприятие для людей, которые увидели новость. Кажется, что вот подъехал русский добровольческий корпус, переехал через границу и что-то начал делать. Это все, да, это не так происходит. Перед этим много недель, а то бывает, что и месяцев, проходят разведывательные мероприятия, сбор данных, в том числе с помощью ВПЛА, в том числе с помощью специалистов, которые ходят пешком, все это смотрят, изучают, огромное количество видео, фотоматериала. Ну, то есть там есть этап подготовки. Чем он серьезнее, глубже и профессиональнее, тем, естественно, будет эффективнее проведена операция. Поэтому на момент уже непосредственно пересечения границы мы прекрасно знаем, кто где находится, как это все выглядит, куда бежать, кого ловить. Ну, то есть все это ясно заранее. А сколько во время вот этого похода было уничтожено техники вражеской, живой силы? То есть есть какая-то информация? Есть информация о десятках единиц техники, есть видеофиксация, в том числе сделанная с помощью наших симпатизаторов из Белгородской области. Мы получали данные, где нам просто снимали, что как вывозят оттуда на тралах битую технику. Есть кадры объективного контроля с помощью БПЛА, когда что-то попадает по технике. Ну, то есть это все есть. Я точную цифру не скажу, но речь о нескольких десятках идет. И если мы говорим о личном составе, это несколько сотен. У нас там кто-то пытался считать, но да, это сложно очень. В плен тоже там кого-то взяли? Да, по официальным данным 37 человек попали в плен, но вот потери личного состава на самом деле сложно посчитать, поскольку Россия на этом микроскопическом пятачке территории использовала за время операции 323 каба. Это 323. Колоссальное количество, да, массы от 500 до 1500. И понятно, что если где-то есть лежащие тела и падает краб, то это все просто перемешивается с землей, и там не найти уже никого. Поэтому то есть они по своим, что ли, в том числе по мирным жителям, которые не выехали. По территории России. Ну да, это авиабомбы, использованные на территории Российской Федерации силами Российской Федерации. Если мы посмотрим, что там сейчас происходит, там такой лунный пейзаж, перемешанные с землей дома, дороги, машины. Ну, то есть. А собственные потери какие? Ну, то есть то, что можно сказать. Мы, я думаю, официально мы очень чтим наших павших соратников, наших бойцов, и мы всегда о всех наших погибших ребятах делаем некролог, пишем у себя в официальном канале, поэтому мы о каждом из них напишем, покажем, и мы всегда о них помним. Но это больше 10, меньше? Это меньше 10. Меньше 10. Да. То есть такая операция, меньше, это соотношение лучше, чем во время Зимней войны в Финляндии? Ну, потому что, во-первых, мы не ставим задачу вот этих пресловутых мясных штурмов перед собой. Нам задавали вопрос журналисты, ну а вы могли бы в теории вот зайти там, закрепиться там и до Талова стоять, держаться? И, ну зачем? Да, мы бы могли, а смысл какой-то операции? Ну, мы прекрасно вот в том-то и дело, что, например, что мы поняли после операции на Авдеевском направлении, после операции на Белгородском направлении.
вот кость в кость, 1 в 1 пехота против пехоты, бойцов РДК ну, не переигрывают визави из российской армии, да, и были уже столкновения с бойцами Шторм-Z, были столкновения с спецназом армейским, они не могут ничего нашим парням противопоставить. Ну, эти стреляют, отодвинулись, зашли, прошли, ничего особенного не происходит. Поэтому они, если видят просто, что мы занимаем какой-то дом, населенный пункт, ну, туда не идет пехота, они просто забрасывают его максимально там, да, ракетами, там, я не знаю, бомбами. Если они пытаются зайти, то ну, все заканчивается для них же самих плохо. Вот. Они просто закидывают эту всю территорию массово ракетами, кабами. Вот. Вот такая у них тактика. Им абсолютно не важно, это украинская земля, русская земля. Все, да, все летит, все это превращается в один большой бесконечный Сталинград. И вот и вся тактика. У нас на самом деле очень показательная была история по последней операции, когда, я там не хочу хвастаться, но это факт, когда в одном из передовых наблюдательных пунктов, где сидели наши ребята, это был просто занятый дом, обычный двухэтажный, вот они там провели около 2 суток, ну именно это отделение, они там находились силами отделения, ну по сути было 7-8 человек. Они выдержали 4 попытки штурма со стороны армии Российской Федерации, в том числе один из них был с использованием танка, в том числе один из них был использован с применениями спецназа ГРУ. И наши ребята вернулись все, кроме одного человека, который подорвал себя гранатой, потому что он был тяжело ранен, и он не должен был сдаться в плен. А вот ни специалистов ГРУ, ни танка, ни всех остальных штурмовиков страны Российской Федерации больше уже нет. И мы говорим просто, вот опять же, возвращаемся к подготовке, к мотивации. Ну да, то есть когда человек знает, за что он воюет. Конечно. Плюс у нас же есть там, много очень материалов, радиоперехватов, как они кричат, они не хотят идти в бой, им там командир говорит, иди вперед, тебе орден мужества дают, давай, за родину, за родину, там, за дедов, да. Не, есть позывные Сталин, там, пожалуйста, ну серьезно, это не шутки. Да, то есть, ну, у них даже нет ощущения того, что они отбивают родную землю от врага, ну, там, ну, они не особо сами-то хотят в этой войне принимать участие, потому что они не понимают ни ее смысла, ни ее цели, ни ее задач. Вот мы были там 2 года назад, самая, там, не знаю, 2-я армия мира, 1-я армия на континенте, и все было круто, и мы вообще сейчас всех победим. Проходит 2 года, а нам уже нужно на белгородском направлении отбиваться. Это же что-то не очень похоже на успех, по-моему. Ну да. И вот они там, ну, все эти раскрученные чеченские подразделения, кадыровский там суперспецназ Ахмат, которые в принципе и ответственны за направление, да, белгородское, Ахмат-Запад. Ну, видео они снимали год назад, как они там все круто, все под замком держать туда-сюда. Начинается, это по светофорам стреляли, да? Начинается наша ограниченная военная операция, мы слышим один единственный перехват, где кто-то что-то говорит на чеченском языке в первый день. Проскулил, бах, пропал и все. И до конца вот острой фазы этой операции мы не слышим. Да и ну и какие с ними столкновения? Там был один случай. Ну, они стреляют, отстреливаются, убегают, вот тебе все столкновения. Там была одна история, было 3 автомобиля, один автомобиль был с пехотой, 2 автомобиля были с расчетом ПТУР. Они приехали, что там попытались сделать, в них влетел дрон наш, все, кто остался целый, сложились и оставили тех, кто погиб на месте. Не могу сказать, не видно было, но есть вот четкие кадры, где FPV влетает в птурщиков. И все. Больше там никто не видел, не слышал. Да, то есть это даже нельзя назвать каким-то вот таким полноценным боестолкновением. То есть и они что там думали, что мы с ними выйдем на ножах там сражаться, они там круто это будут себя проявлять. Ну, конечно, нет. Мы воюем в современной войне. И там в ТикТоке, я помню, новостях, с мечиком, там такой мечик, они там сражались. В ТикТоке равных нет, мы в ТикТоке даже с ними не соревнуемся. Если есть хорошие в Финляндии тиктокеры, они могут прийти и
фронт тиктоковский взять на себя. Это будет хорошо. Заметна ли какая-то эволюция в поведении армии РФ? То есть вот так вы с самого начала воюете этой войны, то есть вот то, что было там, в 22 году и что сейчас, то есть как бы учатся, и как вообще изменилась ситуация? Там другая немного история. Если мы говорим о начале войны, то техническое обеспечение не очень хорошее, потому что они реально хотели делать СВО, быструю молниеносную операцию, но высокое качество личного состава. То есть там же были все передовики производства. СОБР, там, я не знаю, Альфа, Вымпел, там все-все-все. Ну, в Харькове там очень много спецурок положили. ГРУшников огромное количество. Да, сейчас ситуация поменялась. Весь там условно цвет российской армии выбили, остались только контрактники мобилизованные, либо там всякие резервисты, которые, откровенно не очень-то хотят это все делать, они просто хотят деньги получать. Из-под палки. Да. Плюс Шторм Z и прочие подразделения, комплектующиеся из мест лишения свободы. Но техническая составляющая у них начинает расти хорошими темпами. То есть они научились делать хорошие беспилотники и продолжают развивать эту историю. Они научились делать хорошие комплексы радиоэлектронной борьбы, РЭП, и тоже очень сильно развивают это направление, доставляют реальные проблемы на фронте. Плюс они умудряются доставать вот эту всю старую рухлядь, типа ФАБов там еще советских времен, их модернизировать, делать им карты, делать блоки управления, что позволяет, то есть ФАБы во время Второй мировой войны, они просто сбрасывались из трюма самолета, и самолет мог, пролетая населенным пунктом, его просто бомбить. Сейчас это невозможно, поскольку самолет сразу собьют. Соответственно, нужна управляемая авиабомба, которую можно с определенной дистанции пускать. Они оснащают этими модулями, крыльями и прочими старые ФАБы, и, пожалуйста, отлично их используем. Оно, конечно, не современно, но эффективно. Довольно-таки сильно. Вот где-то... А ФАБы они когда начали применять? Потому что в начале войны я что-то не очень слышал, чтобы они пользовались. Нет, они были, даже в Ирпене были авиабомбы небольшие, они применяли. Они применяли, где могли залететь. Наверное, с весны. Они где-то... С лета. Да, наверное, где-то с лета, да. Там в ход все идет. Фосфор, там есть и химоружие в виде снарядов, начиненных различными веществами. Фосфор вообще повсеместно используется. Там не стесняются. Они учатся, безусловно, они окапываются очень мощно. Качество фортификационных сооружений хорошее, если у них есть возможность в этом месте надолго задержаться. То есть мы сейчас, если возьмем Херсонское направление, например, то, что уже находится под оккупацией с самого начала войны, зайти туда очень сложно, потому что там у них бетонные бункеры, там у них доты, то есть все это есть. И когда они заходили в Херсон, и вообще туда область, первое, что они забирали, это бетонный завод, потому что это им позволяло делать, отливать различные изделия, чтобы их использовать в фортификации. То есть в этом плане у них, они все делают по учебнику, все четко, окопы. То есть тут вопросов нет. И естественно огромное количество мин, еще советских, минные поля, там в 3 слоя лежат мины везде, это огромная проблема. Я думаю, сейчас восток Украины это самая заминированная территория в мире. 100%. Так, вообще эта общая ситуация сейчас, которая в мире, как вообще видите, какие советы вы можете дать странам Евросоюза, в основном Финляндии, странам Балтии, которые граничат с Российской Федерацией, что бы вы могли им посоветовать сейчас делать? Я читаю очень много военной аналитики, самые разные, которые опираются на какие-то прямые и косвенные знаки, символы. Я убежден в том, что путинская вертикаль власти, путинский режим не может существовать вне состояния войны. Поэтому я уверен в том, что Северный Казахстан, страны Балтии
и Финляндия – это возможные страны для какого-то ограниченного военного вмешательства со стороны Российской Федерации. Да, мы помним прекрасно, что Советско-финская война, одной из основных причин была задача Сталина отодвинуть границу от Санкт-Петербурга. Сейчас НАТО вновь придвинулось вплотную к границам Российской Федерации. Это Путина, естественно, не устраивает. То, что он постоянно скармливал своему населению, то, что мы там не допустим расширения НАТО на восток, не допустим, отгоним. Вот НАТО уже, значит, у границ России. Балтика стала внутренним морем Североатлантического альянса. Это тоже не подходит. Огромный порт в Кронштадте, в Санкт-Петербурге, в Усть-Луге. Все это очень уязвимо стало. Поэтому показать НАТО, как минимум, кто тут главный на Балтике, могу себе прекрасно представить. Все страны соседние, в которых есть какое-то большое количество граждан РФ, ну, например, с видом на жительство, да, в Евросоюзе, это все потенциальные бомбы замедленного действия. Всегда можно сказать, что вот наши граждане, которых там притесняют, обижают, да, вот тебе ювенальная юстиция, вот тебе запрет языка, ай-яй-яй. Вот, поэтому я думаю, что Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, нам с вами однозначно нужно быть готовым к прямой путинской агрессии. Я убежден в том, что это будет. Его режим вне войны, вне кризиса существовать просто не может. Мы очень бы хотели расширить ряды русского добровольческого корпуса, непосредственно присутствие в этих странах. Я знаю, что есть достаточное количество ребят и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве, которые, возможно, не готовы вступить в РДК, чтобы сражаться на территории Украины, но они были бы готовы стать нашими бойцами на территории своих стран, если, не дай бог, не если, а возможно, когда Путин на эти страны все-таки нападет. Вот. Поэтому сейчас у граждан Финляндии, у граждан Латвии, Литвы, Эстонии есть уникальная возможность уже сейчас сражаться с Путиным, но делать это нашими руками. Также важно, чтобы, в отличие от нас, люди были готовы к войне, которая может в любой момент ворваться в их дом, чтобы они знали, как оказать первую медицинскую помощь, куда отправить родных и близких, да, что делать в случае ранения, что есть, как жить, да, там, с кем спать и так далее, и так далее. Как устроен современный автомат, где брать патроны, как сражаться в городе, как сражаться в лесу. То есть нам все эти знания нужно было постигать в поле, да, грубо говоря, а у ребят все-таки пока есть еще возможность подготовиться. Да, сейчас люди, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях, они дают возможность всем остальным подготовиться, дают время для подготовки. И хотелось бы, чтобы люди тех стран, которые пока не втянуты в какой-то военный конфликт, понимали, что это не просто какие-то домыслы, это не просто какие-то там параноидальные веяния. Мы все прекрасно знаем, какой у нас сосед на Востоке, на что он способен, и он там не один, там есть еще Северная Корея, есть Иран и прочие морально устаревшие диктатуры. И пока эти государственные образования существуют в том виде, в котором они есть, всегда сохраняется достаточно высокая вероятность того, что они будут совершать различные акты агрессии по отношению к своим соседям. То есть это может быть не завтра, это может быть не через неделю, это может быть через полгода, а может быть через 3 минуты, грубо говоря. Никто этого не знает, поэтому у людей есть уникальная возможность, увидев уже на что способна Российская Федерация, как она ведет себя в отношении мирных жителей, в отношении мирных городов, в отношении территорий, на которых даже нет никакой военной инфраструктуры, они имеют возможность, увидев все это, на основании этого опыта подготовиться, понять, в каком направлении им лучше двигаться как условному комбатанту, грубо говоря, хотя бы для того, чтобы иметь знания, навыки, защитить себя
своих близких, свою семью, свою собственность. Это очень важно, иначе они все окажутся в ситуации Украины 24 февраля 2022 года. Это будет очень печально. Например, вот что РДК может конкретно такого вот сделать для безопасности Финляндии, балтийских стран? И как, например, та же самая Финляндия может помочь вам осуществить то, что вы делаете? Мы очень хотели бы, чтобы граждане России, которые легально проживают на территории этих стран, например, приезжали к нам на обучение, которое мы со своей стороны готовы организовать. Было бы здорово, если бы они пополняли наши ряды, получали военный опыт уникальный, и потом с этим опытом возвращались обратно в свои страны, да, там какие-то формировали ячейки самообороны, потому что таким образом мы опять-таки вымываем почву у путинской пропаганды, потому что она тоже, естественно, рассчитана на граждан РФ в этих странах, и это очень, очень важный момент. Ну и, безусловно, граждане этих стран могут уже сейчас нас поддержать материально, финансово, информационно, добровольцами. Мы рады любой помощи. Видите, в Финляндии, например, кто-то захочет вступить в РТК, то есть это вот по стандартной схеме. Да. Единственное, связался. Да, все по стандартной схеме, и мы готовы принять любую помощь, мы готовы на любой конструктивный диалог, мы готовы испытать любое вооружение, технику, предоставить честные отзывы в современной войне, потому что вот чуть отклоняясь от разговора, очень многие компании, производящие военное оборудование, производящие оружие, производящие какие-то средства защиты и либо что-то инфраструктурное, околовоенное, они не понимают требований и реалий современной войны, не понимают вектора направления. Поэтому все это требует испытания именно в современных условиях войны. Война очень динамичная, очень быстро развиваются различные направления. И то, что использовалось полгода назад или было новинкой, сейчас это уже абсолютная стандартная какая-то история. То, что полгода назад было чем-то каким-то там необычным, сейчас повсеместное, это все набирает обороты. Поэтому люди, которые в этом участвуют и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения каких-то разработок, они должны понимать, что и разработки, и люди, например, те же какие-то специальные подразделения, специализированные, они упускают в некоторой степени реалии. Это можно говорить. Да нет, разработки и разработки. Пусть будет нормально. По поводу Финляндии еще вопрос. То есть была очень такая интересная история с одним из ваших добровольцев из Финляндии. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что там. Наш доброволец, скажем так, его мать, она таких либеральных взглядов, она его вытолкала в благополучную, сытую Европу. Он уже был в Финляндии, он как раз из Санкт-Петербурга, поэтому для них это было наиболее просто. У него уже был, если не ошибаюсь, то ли вид на жительство, то ли бумага, которая предоставляла ему права и защиту как соискателя, защита, да, соискателя политического убежища. То есть он вполне мог оставаться дальше в Финляндии, получать социальное пособие. Он долго там жил вообще? Ну, какой-то нормальный срок, то есть там, не 2 недели, то есть несколько месяцев, все это, прошел уже все эти процедуры. Но он увидел наши видео, он изначально был, безусловно, против этой войны, но не знал, к чему приложить свой гнев, да. То есть, понятно, он ходил на какие-то антивоенные демонстрации, но это все толку не имеет. Ну и он бросил все и приехал к нам, он в хорошей очень физической форме, он там переплыл довольно полноводную реку, пришел и сдался украинским пограничникам со словами, что я хочу в русский добровольческий корпус. А там правда, что когда он пришел сдаваться, его заставили обратно в реку лезть? Ему сказали, что ты готов плыть обратно в Санкт-Петербург, и
совершить там нападение на какого-нибудь там чиновника, например, военной администрации. Он сказал: я готов. Но мы поняли, что он готов на все, и через определенное время, ряд проверок, он стал полноценным и очень ценным, очень талантливым бойцом РДК. Ясно. А по поводу помощи из Финляндии. В Финляндии очень много производится различных инновационных таких продуктов именно по военной тематике. Это и оружие, и винтовки, и снайперские автоматы, мины, взрывчатки, так, ну, то, что мы обсуждали сегодня. То есть, если поставку тех вещей, о которых мы сегодня говорили, обеспечить, то это поможет вам? Безусловно, я понимаю, понимаю вопрос. Безусловно, современная война, она высокотехнологичная, да, как правильно сказал Александр. То, что считалось 2 года назад экзотикой, например, там FPV-дроны, сбросы, то сейчас это повсеместно. рэбы помещаются в заплечном рюкзаке, да, и носятся уже теперь постоянно и повсеместно. Без них чревато выходить вообще на поле боя. Средства борьбы с дронами, соответственно, это тоже очень нужно, да, и в целом прогресс на месте не стоит, увеличивается качество экипировки, увеличивается вес, который нужно на себе носить, соответственно, нужно уменьшать вес самих бронеплит, бронепластин, важен вес оружия. К оружию тоже постоянно требования растут, да, потому что условия современной войны, как происходит сейчас на территории Украины, они тоже очень отличные от тех условий, в которых, например, сражались последние годы там, не знаю, американские, да, бойцы. То есть это есть все, есть и холодная зима, есть и сырая осень, и слякоть, и бои в городе, и бои в окопах. И все это требует специализированной экипировки, вооружения. Далеко не все вооружение и экипировка выдерживает эти тесты. Да, то есть условия войны, которые были, например, в Сирии, в Ираке или в Афганистане, они очень сильно отличаются от тех условий, в которых нужно ездить и сражаться на территории Украины. Например, бронированные автомобили, которые прекрасно себя показали во время бури в пустыне, да, войны в заливе или войны в Афганистане, они вязнут просто в украинском грунте, да, и не могут сдвинуться с места, то есть, соответственно, неприменимы для реалий этой войны. Ну, это касается очень многих вещей. Поэтому приглашаем производителей финской оружия, экипировки и туристического снаряжения к сотрудничеству. Мы станем и рекламной площадкой, и тренировочной площадкой для вашей продукции. Большим удовольствием. После победы, возможно, на вооружение тоже можно будет что-то из этого. Обсуждаемо, все обсуждаемо. Возможно, вы говорите с будущим министром обороны будущей России, да, или с, не знаю, верховным правителем БНР. Вот, так что вполне возможно, все обсуждаем. Еще такой вопрос по поводу тактики ведения боя российской армии. Очень много было видеоматериалов о том, как просто убивали мирных жителей там, в Буче и в Ирпене. Я сам был и там, я видел эти вот расстрелянные в упор автомобили гражданские. Я видел расстрелянных в упор жителей в Буче. Как раз я был в первый день, когда оттуда вышли войска армии РФ. Они вышли вечером, а мы утром уже там были. Скажите, пожалуйста, какие вот самые такие страшные впечатления и самые страшные такие военные преступления, которые вы как свидетель видели? Да, собственно, их очень много, и оно просто со временем притупляется, и там начинаешь уже на другие вещи обращать внимание, больше начинают уже впечатление оказывать люди, которые живут в непосредственной близости от фронта и в силу каких-то причин не могут оттуда выехать, там, финансовых, еще каких-то, ну, неважно. Косейка, скотина. Да. То есть там вот эти все дети беспризорные, там, бегающие, еще вот уже такая больше история, она какое-то влияние психологическое оказывает. В
потому что к трупам быстро привыкаешь достаточно. И, в Буче много было, да? То есть, в Буче мы были в первый день в районе, мы полностью объехали, у нас там было несколько задач небольших, и мы были на стеклозаводе, который находится там как раз на Евгеньевской улице, где там часть основных боев была, и вот там есть завод управления стеклозавода, и за заводом управлением, например, мы обнаружили огромную просто там кучу тел с связанными руками, застреленных в затылок. Ну и там в целом еще тела не убирали, потому что буквально поздно вечером оттуда вышли, а мы уже где-то, наверное, часов в 7-8 утра уже там были. Там еще все это везде было. Мы были в квартирах, где людей пытали, ногти вырывали, все в крови. Там, много было. То есть следов было много? Конечно, да. Ну, то есть люди в подвале, мирные жители сидели, там, подвал дома, подвал школы, садик. Они оттуда выбежали, думали, что мы российские военные. Ну, то есть они просто видят, что люди с оружием, там, выбежали, а потом, когда узнали, что нет, там начались и рыдания, и все. Ну, то есть это тоже такие тяжелые моменты. Ну вот, наверное, Ирпень, Буча самое, это было в самом начале и по-другому просто с эмоциональной точки зрения воспринималось, но это было такое самое, наверное, тяжелое. Эти части воинские, которые там стояли, они сами ушли или их выбили? Они начали оттуда выходить, потому что на тот момент они начали уже в оперативное окружение попадать постепенно. То есть там уже начал формироваться котел, и у них была, по сути, там в несколько дней возможность оставалась им быстро оттуда выйти. Не уничтожили, да? Кого-то уничтожили на уходе частично, кто-то успел уйти, кто-то отстал, кто-то переоделся и отстал. И потом долго их искали сотрудники СБУ, кого-то нашли, кого-то, возможно, не нашли. Я видел телевизоры, стопкой сложенные, перемотанные скотчем, там, стоящие где-то в многоэтажках, просто там в подъезде, готовые на вынос, стиральные машины, то есть все это было, сковородки по 300 гривен. Ужас. Я такого, как Александр, не видел, я был уже через, наверное, несколько дней в Ирпене, но я видел автомобиль белый, на котором черной краской большим буквами было написано «Дети», и он был весь там изрешечен автоматными очередями. Вот. Ну и в целом, в принципе, вот эти киевские предместья, они оставляли очень такое гнетущее впечатление. Когда проехал, там тоже еще валялись трупы по улицам. Это очень такое все было. Тяжело это было воспринимать, потому что мы все там постоянно были в мирное время. А тут ты приходишь... Буча и Ирпень, это же такие... Да, это как оазис. Да. На самом деле потом эмоционально воспринимается какие-то вещи приграничные такие, прифронтовые, либо смерть близких друзей, товарищей, с которыми начинали. У нас тоже такие случаи были. Уже такие истории, они большой отпечаток накладывают, потому что мы вместе начинали, мы вместе к чему-то шли, ты знал человека очень хорошо, он о чем-то думал, о чем-то мечтал, к чему-то стремился, какие-то рисовал планы, а потом этого человека не стало, и такие вещи, они тяжело воспринимаются. А какие-то именно ситуации на фронте, там очень высокая динамика, высокий уровень адреналина, и там просто не думаешь об этом, потом уже, когда все отходят, тогда уже там начинаются какие-то там вещи. И ты отходишь. Да. Можете рассказать несколько таких случаев о героях, которых с нами уже нету, каких-то героических поступках, ситуаций таких, которые, скажем так, запомнились особенно? У нас таких много очень историй. У нас есть история, если мы говорим о последних, условно, каких-то операциях, у нас был парень, для него это был первый боевой выход, он был в штурмовом взводе и получил тяжелое ранение, и для того, чтобы не сдаваться в плен, подпустил к себе поближе специально штурмовиков армии РФ, они пытались взять штурмом наши позиции, это был большой такой дом двухэтажный, и подорвал себя гранатой. Успев, судя по видео, успев ранить в том числе
врагов. Вот, и написал на стене «Слава казачеству», потому что он сам был современным казаком, РДК вперед, и подорвал себя на гранате. Да, это вот к вопросу о том, что вместе с врагами. Да, многие говорят, что когда мы такие заявления делаем, что мы шутим или что мы там как-то бравируем, но вот есть пример абсолютно недавний. У нас есть пример, когда есть у нас один шкипер, который хорошо очень владеет делами, связанными с управлением водными плавсредствами. И у нас была операция, так называемый «Красный Днепр», высадка на Новой Каховке, десант на Новую Каховку. Благодаря этому человеку были спасены наши ребята. Он их всех оттуда вывез. И есть видео, где он там ювелирно лавирует между прилетами по воде. Спасли еще людей, экипаж другой лодки, которая там отбилась в сторону. То есть благодаря человеку было очень много людей спасено. У нас есть наш покинувший уже нас зам низ по бою Данил Шайба, который погиб в прошлом году на Новой Таволжанке. Там был штурм здания с нашей стороны. В здании, по данным разведки, находились БПЛАшники российские. Их там должно было быть около отделения. На самом деле, как выяснилось, в здании находился почти полный взвод мотострелков. А мы штурмовали здание силами отделения, собственно. Вот. Штурм прошел удачно, но вот на последней фазе этого штурма, когда уже шла зачистка второго этажа, Данил погиб, его там почти в упор выстрелили, и он сразу погиб. И потом мы уже после завершения штурмовых действий, там пленные были с этого здания, мы его выносили через лес порядка 5 часов, по-моему, я не помню. Там идти было не очень много, там порядка 3,5 километров, мы его несли там почти всю ночь, 5 часов на руках. Несмотря на то, что лес обстреливался артой, он горел, его обстреливали фосфором, он был заминирован, вот, мы его выносили. Много у нас есть случаев. У нас есть случаи из Работина, из Жеребянок прошлого года, это был июль, когда у нас был штурм вражеских позиций, и парень один подорвался на взятии окопов, то есть он запрыгнул в окоп, и первый, по сути, и он подорвался на противопехотной мине, взяв на себя полностью весь ее заряд, вот, осколочный. То есть те люди, которые были за ним, они там не пострадали по большому счету. Много у нас таких случаев, когда благодаря чему-то героизму, мужеству, профессионализму ребята остаются в живых, остаются здоровыми, относительно целыми. Да, в Авдеевском направлении тоже сейчас боец один ценой своей жизни прикрыл отход основной группы, Ганс тоже. Это тоже был его первый бой, он очень рвался в бой, и, по сути дела, там, нос к носу вышли наши новобранцы с войсковой разведкой, с каким-то спецназом там, российским, вот, которые шли скорее окружать как Сахим и Авдеевку. Вот, и они столкнулись нос к носу, и наши парни приняли бой, его ранили, он остался, по сути дела, как в кино, прикрывать парней, для того, чтобы они успели отойти и выровнять линию, потому что их пытались окружить с двух сторон. Вот, он остался, отстреливался как мог, и вот такие вещи. То есть парни, те, кто берут в руки оружие и вступают в ряды РДК, они, конечно, настоящие герои и в наших глазах, и объективно. Как я вначале сказал, реально я очень сильно уважаю и смелость вашу, и ту работу, которую вы делаете. Это, как вообще весь народ Украины, который сейчас ценой своей жизни оттягивает вот эту вот силу тьмы на себя. Нам просто очевидно, что в случае
военного поражения Украины это нальет силой путинский режим, власть, и они, конечно, ни перед чем не остановятся. Конечно, это будет только этап, и вот эту свою грязь они будут дальше распространять. То есть его мечта о реставрации Советского Союза, она всем уже, по-моему, очевидна. Вот, поэтому... Но единственное, что нас спасает, это, во-первых, то, что он стратег херовый, потому что все, вот, что он хотел, там денацификации не получилось, он просто свою страну превратил в единственное государство, в котором, скажем так, все определения фашизма, нацизма, они все там переплелись, и такого нет нигде. То, что он хотел остановить продвижение НАТО на восток, единственное, чего он добился, это то, что страны, которые никогда в жизни в НАТО не вступили бы, в Финляндии, например, там поддержка НАТО до начала вот этой вот войны 25-28%. В Швеции тоже, то есть никогда в жизни, потому что нейтралитет это очень важно, как для Финляндии, так и для Швеции. Вот. Но из-за вот этого, как он говорит, это СВО, буквально за 2-3 недели поменялось, да. Все вот так вот в тартарары, и больше 70% финнов уже, ну, как поменяли мнение, и то, чего он как бы не хотел допустить, произошло. То есть ему, если кому, это надо медаль за расширение НАТО, именно Путину вручить, если такая есть, и даже 2. Вот. Но это реально показатель того, какой он хреновый стратег. Потому что и политик. И политик, да. То есть ничего хорошего для страны не сделал, только деньги пиздил все вот эти вот 20 с чем-то лет. И я единственное, конечно, не понимаю, как народ вот это вот терпит, просто раздвигает булки перед каким-то чмом. Ну, вы понимаете, репрессивный аппарат в России все-таки очень хорошо свое дело знает. У них было 24 года для того, чтобы людей ломать, а еще это все происходит в тандеме с одурманиванием, с пропагандой, с ложью бесконечной. Поэтому можно сказать, что Россия это такой высокотехнологичный новый ГУЛАГ, и поэтому вот он держится. Мы же не видим сейчас протестов, например, в Херсонской области, в части Запорожской области, которая оккупирована, Мариуполь, где-то еще, хотя там огромное количество. Да там просто расстреляют и все. Конечно. Так то же самое в России. То же самое в России. Это уже не демократия, где ты можешь выйти на площадь, сказать, я против, я протестую. Уже так не работает. Правильно Саша говорит. Нету протестов на оккупированных новых территориях. Тоже нет протестов. Нету протестов нигде, ни в Чечне, ни в Дагестане. Там даже 7 лет девушке дали, там ценники в магазине написала. Это в России дают 7 лет, а там просто пока еще свежо и пока еще война, там могут просто расстрелять, по закону о военном времени, еще куда-то, ну то есть это. Ну как Бучу, ногти повырывать, глаза повыкалывать. Можете объяснить, зачем они это делают? Вот, зачем вырывать людям ногти, расстреливать машины с детьми? То есть это почему? Зачем? Война в человеке в любом всегда открывает одновременно и самые хорошие его стороны, и самые плохие его стороны. И если мы возьмем там среднестатистического бойца армии РФ, вот сегодняшнего, в основном это люди из провинции, в основном это люди там из достаточно бедных регионов, потому что вот возьмем статистику по пленным, 99% всех пленных говорят нам о том, что они в армию пошли из-за денег. То есть жить не на что, и жить не на что, да. То есть у тебя зарплата в селе 20 тысяч, а тебе сейчас платят 200 тысяч. Ну, все очевидно. Понятно, это лотерея, понятно, ты можешь не вернуться, но ты можешь и вернуться, и можешь закрыть кучу своих вопросов. И там вообще никому не интересно Украина, там, не Украина, фашисты там какие-то. Ты был бы Казахстан, они бы все равно. Конечно, деньги платят нормально, все. Вот, и когда эти люди попадают куда-то, где еще и вседозволенность есть, там он у себя был никем, а здесь он может делать все, что угодно. И ему за это ничего будет, а то еще и наградят. А то еще, да, и там
похвалят, наградят. Армия вот эти вот случаи, они даже не рассматривают, то есть когда расстреливают там мирных жителей, то есть это всем до лампочки получается. В армии РФ есть элемент отрицательного отбора с точки зрения офицерского состава и командования. Мы общаемся, у нас большая достаточно практика общения с пленными, со всякими разными, там, из разных регионов, с разных точек, где их взяли в плен, там, из разных родов войск. Все говорят о том, что в армию очень сильно проник элемент вот этой тюремной культуры, тюремных каких-то там повадок, законов и взаимодействия между людьми. Очень сильно, в том числе благодаря во многом тому, что есть большой приток людей из тюрем, лагерей, из которых делают там формирование типа Шторм-Z и прочих. В том числе из-за этого они тоже усилили это и еще больше всего этого привнесли. Поэтому там никого не смущают вот такие вещи абсолютно. Кто-то там, какие-то мирные жители погибли, Бог его знает, почему они погибли. Никто этим не будет заниматься, это никому не интересно. Просто вот как вот в здравом уме. Да там в Буче же там стоял десант. И прямо вот это вот видео, я помню, смотрел с городских камер, просто женщина едет на велосипеде, и ее вот с БМД просто с пулемета такого расстреливают. Зачем? Потому что за это ничего не будет, потому что теперь можно. Потому что у меня в руках автомат, потому что мы не в России, потому что в России за это будет, а здесь не будет. Вот и все. То есть лицо врага они показали в полной мере. Поэтому, если вы не хотите Бучи у себя в Лаперанте, например, то помогайте РДК.